Знакомьтесь, это Китай. Все мы прекрасно знаем эту великую страну с ее еще более великой историей и культурой. И так интересно сложилось, что с этой страны нас объединяет очень многое, но обо всем по порядку. И начнем мы с прекрасного города Далянь или Дальний, как его называли наши предки. Город Дальний был основан в 1898 году на арендованной у Китая территории. Когда-то это был рыбацкий поселок, а сегодня стремительно развивающийся город с населением около 5 миллионов человек. Город очень аккуратный, чистый, со множеством необычных зданий и видов. Сегодня Далянь еще и студенческий город, здесь учится огромное количество русских, но и китайцев, конечно же. В первую очередь этот город известен тем, что там находится порт Артур, у которого трагичная, но невероятная история борьбы за родину. Это место как памятник стойкости и мужества русских солдат. Сейчас это место для искушенных фотографов, ну и для туристов. Но самым важным местом является мемориал, где захоронены русские солдаты всех войн, проходивших на этой территории. Конечно, жертвами были не только мужчины, а количество жертв превышает десятки тысяч. В основном это братские могилы, о которых совсем ничего не известно. Война не выбирает, кто прав, а кто виноват. Она скорее бросает на карту человеческую душу и ждет, что же случится дальше. Такова история. Но таким мемориал был не всегда, и сейчас мы узнаем, кому необходимо быть благодарным за его восстановление. Я Самосей Анатолий Федорович, гражданин России. Сейчас нахожусь, работаю в Китае. Уже 15 лет, как приехал сюда изучать китайскую медицину и застрял здесь. На базе клиники китайской традиционной медицины мы организовали такое отделение здоровья. В этой клинике профессора принимали участие в лечении первых лиц. Можно называть очень много людей, которые приезжали сюда специально для лечения именно этой медициной. Мои родители были угнаны в Германию во время Великой Отечественной войны. И я родился в лагере, который был построен под Францией на территории Германии для пленных французов. В этом лагере были уже не французы, а были наши угнанные люди с европейской территории. Меня мама родила в бараке, никуда не сообщала никому ничего. Родился в самой западной части под Францией, буквально там несколько километров. И сейчас вот живу в Китае. Я выбрал Китай, потому что я бывший военный, врач. Всю жизнь приходилось под приказом быть. И когда я снял погоны, мне хотелось бы побыть свободным человеком, делать то, что я хочу. Мне хотелось попасть, изучать восточную медицину. Я поставил себе задачу Япония, Корея или же Китай. И я начал искать пути на эти страны. И стал искать знакомых, связи искать. Я несколько лет потратил на это и нашел одного человека, который сказал мне, что я в Китае как дома. И вот этот человек меня знакомит с китайцем одним, русскоговорящим. Этот китаец вывел меня на очень высокий уровень чиновника, который мне открывал зеленую улицу здесь, в Даляне. Сначала в Пекине, а потом здесь, в Даляне. И я таким образом приехал сюда. Не собирался я здесь работать, не собирался ничего, но так постепенно как-то все затянуло меня сюда, на Китай. И я сейчас уже довольно себя чувствую нормально, потому что я уже язык такой обиходный знаю, я могу общаться, могу как-то чувствовать себя более комфортно. Не как дома, нет, дома в Китае не можно чувствовать себя. Ты находишься, живешь здесь, да, но это чужая страна, это все другое, и я не ставлю здесь корней никаких, ничего, ни недвижимости не покупаю, ничего. Просто я пока здесь время нахожусь, я получаю удовлетворение того, что я приношу пользу людям. Но в России у меня семья находится. Я в России бываю 2 раза в год. Вот сейчас, когда подойдет китайский Новый год, я уезжаю туда. И еще я приезжаю в начале сентября. Язык для меня русский, как он был родным, так и остался. И я
здесь чувствую себя очень комфортно, потому что я общаюсь на русском языке постоянно с русскими пациентами, и я не чувствую такого отчуждения какого-то еще. Он как он есть, потому что каждый день с утра до вечера разговариваю с своими пациентами. Поэтому и у меня здесь поставлен вопрос так, чтобы люди приехали, и они от начала до конца чувствовали заботу и внимание. И на нашем родном языке все общаются. Поэтому кто бы ни приехал с Таджикистана, с Казахстана, кто бы ни приехал с Украины, все общаются на русском языке. Здесь и русский язык, это ведущий. У нас даже написано о том, что русско-китайский центр здоровья. Приехал, когда сюда, и первый раз поехал в Порт-Артур с китайским гидом, и я услышал то, что он рассказывал нам вот по дороге, рассказывал историю нашего мемориала, всего прочего. Мне стало аж плохо, потому что все, видение китайское, все на 180 градусов отличается от того, что было в реальности. И то, что они говорят, вот я ему сказал: ты этому гиду больше ко мне на 150 метров больше не подходи, потому что я не могу смотреть на то, что вы преподносите, и при том нашим людям, вот самым россиянам, потому что все по-другому было. И самое главное, что мы туда приехали, я посмотрел, знаете, наш русский мемориал — это самое большое захоронение на территории Китая. И был ужас от того, что там было как утро в сосновом бору. Понимаете, все завалено, деревья валялись, кресты разбиты, забросаны ветками. Ну, в таком состоянии было, что смотреть невозможно. Я обращался по поводу восстановления мемориала нашего к нашему посольскому работнику, старший советник посольства России в Китае из Пекина. И я с ним разговаривал на эту тему, чтобы он помог мне в восстановлении этого кладбища. Он говорит, что выдавать через общественные организации, поскольку с китайцами очень трудно разговаривать и невозможно. Но вся проблема заключалась в том, что это политический вопрос. Мало этого, я встретился с чиновником, это бывший генерал в отставке, он в Министерстве обороны занимал должность ответственным за военные кладбища за рубежом. Я с ним встречался, тоже просил его, такой Кириллин, генерал, значит. Я его тоже просил, я говорю: что-то же делайте, я говорю: посмотрите, это же стыд и позор России. Он говорит: я могу через посольство. Я говорю: так делайте хоть через посольство. Посольство не хочет делать, вы можете делать, тоже тупик. Я говорю: но надо что-то делать. Я стал поднимать материалы и музеев, и архивные документы. И очень много копался в этих самых, в истине, которая должна была существовать здесь. В 2007 году, 1 октября, приезжает к нам сюда на лечение чиновник, начальник департамента контрольного управления делами президента. Я его повез на кладбище уже за 2 дня до отъезда. И я ему показал, я говорю: посмотрите, то кладбище, которое должно быть в самом идеальном положении, потому что здесь захоронены десятки тысяч наших соотечественников. И в таком состоянии вот находится этот мемориал. И на одной из могил он мне поклялся: Анатолий Федорович, я клянусь, что я тебе помогу. 2008 год проходит, тишина, ничего нету. И только в мае месяце 2009 года приезжаю на кладбище и смотрю, человек 8 сидят у могилы, в каждой могиле сидят эксперты, описывают каждую могилу. Я подошел, познакомился. Оказывается, это уже по, так сказать, направлению с Москвы приехали люди, которые описывают, что нужно с могилы, как привести в порядок. Но у них было такое мнение, что надо все свернуть, это кладбище, построить как бы отдельно. Я им говорю, что, товарищи, я добивался, это очень долго, всего этого. Ни в коем случае, пусть будет здесь, пусть там 10 крестов, пусть 15 крестов, но они должны быть в том виде, в которые они были изначально поставлены. В течение 2010 года, с 1 января, около 100 человек почти год работали для того, чтобы все это привести в порядок. Вы знаете, я когда сюда приехал, отношение было великолепное. По Долянию было 5 хоров русских.
который насчитывает около 100 человек, пели русские песни на русском языке. Эти люди, которые приходили специально сюда для того, чтобы нести культуру в России, именно в Китае. Потом русская песня, такой хор был, «Волга-Волга» был самый хор. Много очень. И еще было удивительно то, что садишься в такси, и только едешь, обязательно таксист включает подмосковные вечера, или что-то там «Вот цветет калина», или еще что-нибудь. То есть русские мелодии все абсолютно, от малого, где-то от 18 лет и старше, да, люди все обязательно пели русские песни. Когда люди перестали иметь возможность такую большую ездить сюда, вот, это все погасло, потому что не для кого. И интерес к этому пропадает. Очень меня удивило то, что молодежь, китайская молодежь в то время, это 15 лет назад, знала очень много песен русских и пела. Поэтому я считаю, что в Китае это... А когда был год России в Китае, то вообще это было просто... Каждая организация устраивала целые вечера России. И, конечно, русскому языку и культуре уделялось очень большое внимание.